В гости к обитателям тундры. Как ненцы встречают незнакомцев. Традиции складываются постепенно и через поколения несут в себе ценности и мировосприятие разных народов. С приходом советской власти, а затем интернета, начала развиваться мультикультурность. Многие обычаи смешиваются, привычки разных культур переплетаются. Территориально удаленным от крупных городов народам удается сохранить больше традиций. Благодаря этому люди, оказывающиеся в гостях у кочевников, могут воочию увидеть наследие вековых обычаев с элементами современной жизни. Исследователи и заядлые путешественники специально приезжают к кочующим народам, чтобы заглянуть в историю человечества, понять причины социальных и культурных явлений и найти связь между ускользающим настоящим и неизвестным будущим. Ненецкая культура уникальна и самобытна. Ее представители до сих пор считают своим домом чум, кочуют по тундре и встречают редких гостей на краю земли. Ведь именно так звучит на их языке ямал. Ненцы бережно хранят и оберегают обычаи, ритуалы и культурные символы своих предков. Поэтому людей встречают по выработанным за долгие годы правилам гостеприимства. Нужно лишь уважать трепетное отношение ненцев к традициям и впитывать новые знания, которые, возможно, отзовутся в душе и даже помогут в привычной жизни каждого. Когда вы приезжаете в стойбище, хозяева выходят на улицу на лай собак и приветствуют вас. В это время вы должны рассказать, зачем приехали. Если хозяин или хозяйка пригласит в чум, можете смело посетить их дом. Согласно неписанным ненецким правилам, если в стойбище находятся несколько чумов, приехавший обязан зайти в каждый и принять угощение, тем самым показав свое уважение. Бывают случаи, когда заходить в чум семьи нельзя, иногда даже на протяжении целого года. Это бывает, например, если в этой семье кто-то отправился в иной мир. Заходят в жилище ненцев тоже по-особенному. К этому способу нужно приноровиться. У входа в жилище аккуратно приподнимают ткань, которая покрывает чум сверху. Обычно зимой кладут нюк, сшитый из оленьих шкур, а летом берестяное полотнище или брезент. После этого поворачиваются через правое или левое плечо, сторона зависит от того, как открывается чум, а затем покрытие кладут обратно той же рукой. Такой способ позволяет плотно закрыть вход и запустить внутрь как можно меньше холодного воздуха. Того, кто заходит неправильно, не ругают, бояться нечего. Ненцы считают свой дом миниатюрной моделью мира. Наверху есть отверстие, которое открывает вид на небо и напоминает о связи с космосом. Самое большое и высокое жилище обычно принадлежит либо самой большой, либо самой обеспеченной семье. Остроконечная вершина говорит о том, что семья или небольшая, или среднего достатка. Если в чуме есть бубен, то к нему нельзя прикасаться без разрешения хозяина. Необычный музыкальный инструмент считается магическим. Считается, что чужой, потрогав инструмент или постучав по нему, может украсть удачу владельца. Бубен все реже удается встретить в традиционном жилище ненцев. Семейный инструмент стараются не выставлять на обозрение. Те бубны, которые городские жители могут увидеть на выступлениях национальных коллективов и в ремесленных лавках – сувениры. Туристы могут приобрести подобный музыкальный инструмент на память. Когда гость заходит внутрь чума, хозяйка обязательно приглашает его на угощение к толю, то есть небольшому столику. Обычно для застолья готовят оленину, строганину, рыбу и ягоды, а в качестве напитка – чай. Причем хозяин чума будет подливать напиток в пустую кружку гостя до тех пор, пока он не поставит чашку вверх дном. От угощений лучше не отказываться, ведь для гостя готовят лучшие блюда, и нежелание отведать их может показаться пренебрежительным и даже оскорбительным. Во время еды нужно соблюдать несколько простых ненецких обычаев. Не смеяться над блюдами и не доедать пищу за стариками. У ненцев за столом нельзя ни свистеть, ни петь. Как гласит примета, все пропоешь, все просвистишь. Если кусок вдруг падает на пол, это значит, что кто-то из ушедших родственников захотел его съесть. Поэтому пищу кладут к очагу, посылая таким образом еду в иной мир. После трапезы хозяйка убирает со стола и моет посуду, но помогать ей не нужно. Считается, что из-за чужой помощи по дому в ее жизни появится неудача, а гостья заберет себе весь успех. Мужчины вообще не должны трогать посуду, ведь считается, что звон распугает всю дичь. Это правило соблюдается по-разному, в зависимости от обычаев конкретного рода или семьи. Если посетитель ненецкого жилища решил уйти раньше, чем окончится застолье, то лучше предупредить хозяев. Согласно поверьям, хранительнице семейного очага нужно подержаться за край стола, чтобы достаток не унесли.
Чуме свои традиции расположения гостей. Гостей мужчин укладывают на ночевку от середины чума к шесту – симзы, который отделяет священное место от обычной части чума. Гости женщины, наоборот, располагаются от середины к выходу. Подготовиться ко сну, как в городской квартире, не получится. Чтобы принять душ, придется сначала принести дрова, собрать снег и растопить его. Вокруг много снега, который можно растопить, но дрова здесь экономят. Периодически коренные жители, ведущие традиционный образ жизни, приезжают в поселки к своим знакомым или родственникам, чтобы приобрести необходимые товары, а заодно сходить в баню и принять душ. Гость от ненцев без подарка не уходит. Это считается неприличным. Нового знакомого отпускают хотя бы с небольшим воспоминанием о проведенном времени в тундре. На ненецком подарки называются «мядонзей». Они отличаются в зависимости от пола гостя. Мужчины обычно получают от жителей чума курительную трубку, кисе для табака, нож в ножнах или тем – специальные подвязки для обуви. Женщинам принято дарить украшения или вещи, которые пригодятся в хозяйстве. Гостья чума может уехать домой с чашками или другой посудой, бусами или цепочками, платком или песцовой шкуркой. Важным считается подарить ей частичку бобрового меха, пусть даже самый маленький кусочек. Бобер считается священным животным, редким для тундры и из-за этого дорогим, а еще используется при обряде очищения. Детям принято дарить вещи или игрушки сверстника. По ненецким традициям гость, который уходит из чума без подарка, может ненароком вынести счастье и увести его с собой. Поэтому посетителей никогда не отпускают с пустыми руками. Гости также могут оставить хозяевам подарок. Слишком откровенное отношение к жительницам чума, как и в большинстве народов, считается неприемлемым. Вопреки некоторым мифам, жители тундры не пытаются разнообразить свой род при помощи приезжих и берегут своих женщин для избранника хорошего происхождения, поэтому даже шутить на подобные темы не стоит. Вместе с развитием современного мира традиции все больше уходят в прошлое. Иногда чумы в семьях заменяют своего рода мобильными домами. Многие оленеводы за продолжительный тяжелый труд получают квартиры и на пенсии перестают кочевать. А те, кто остается жить в прежних условиях, периодически навещают своих близких в населенных пунктах, а значит все больше взаимодействуют с городской жизнью. Туристы из всех уголков России и мира приезжают в тундру, чтобы познакомиться с ненецкой культурой. Процесс глобализации проникает всюду. В изменениях есть и позитивные, и негативные моменты, но они являются частью естественного течения жизни, и остановить их чрезвычайно сложно. Поэтому так важно сохранять, передавать и популяризировать знания и культуру коренных народов, в основе которых лежит уникальный навык гармоничной жизни и взаимодействия с природой. Именно традиции разных народов научат нас понимать историю всего человечества и, конечно, самих себя. Возможно, традиции, которые бережно передаются из поколения в поколение, помогут построить лучшее будущее. Друзья, спасибо за просмотр. Ставьте лайки и пишите комментарии. И подпишитесь на канал Ямал-Регион, чтобы не пропустить следующие выпуски. Все материалы для этого видео взяты из открытых источников.